Так, еще раз перевернем. По-моему, уже готово, друзья. Друзья, всем салам с канала Каспийский берег. Посмотрите, что у меня здесь есть. Это у нас говяжьи ребрышки, которые я уже заранее, часа за 2, за 3 до этого замариновал в луковом маринаде. Здесь, значит, у нас есть лук и черный перец. Больше ничего нет. Вот они у нас здесь постояли часа 2-2,5. Я думаю, это достаточно, чтобы начать их жарить на сетке. Друзья, сначала обожгем решетку. Пусть она хорошенько прогорит. Друзья, если вы заметили, я решетку немножко поднял, сантиметров на 5. Потому что ребра мы будем жарить сегодня в аргентинском стиле, стиль асадо. Для этого нужно чуть-чуть дальше от углей держать мясо. Сейчас минут 10, пусть угольки еще немножко успокоятся, потому что они пока слишком жаркие. А этим временем подготовим еще одну вещь. Такой как бы соус, которым будем мясо наши ребрышки обмазывать прямо во время жарки. Так, лимон. Выжмем его вот в эту мисочку. Разбавим его стаканом воды, чтобы не был слишком насыщенный кислым. Вот так. И теперь нам нужно подготовить такую кисточку, веничек. Значит, обычно это делают из розмарина. Розмарина у меня под рукой не оказалось. Я это сделаю из тархуна. Будет у нас веник более такой кавказский, друзья. Все, пойдет. Так, поближе подкачу. Значит, что мы делаем? Мы, соответственно, убираем все лишнее. Лук. Самое главное, чтобы он не начал гореть. И вот так костью, то есть где ребра ближе к поверхности. Ребрами кладем на мангал. И у нас здесь еще два маленьких довеска. Их тоже вот так. Так, друзья, солим прям вот так на мангале. Не бойтесь пересолить. Лишняя соль все равно не впитается. Ах, какая красота, смотрите. Так, переворачиваем, посмотрим, что с той стороны. Ага, здесь уже у нас процесс идет. Друзья, смотрите. Уже идет хорошее обжаривание. Вот так тебя. Вот так. Наши кусочки. Значит, здесь тоже солим.
лимонной водичкой. Вот так. Тархунным веничком. Как по-европейски тархун. По-моему, экстрагон или эстрагон. Исправьте, если я неправильно говорю. Вот так. Пока мясо жарится, не теряем время. Тархун, он бывает только в сезон. Надо этим моментом пользоваться. Просто как. Тархун особо хорош с сыром. Или с азербайджанским моталом, или с грузинским гуда. Ну, ни того, ни другого у меня нету. Так что кушаю я его просто с солью. Так он тоже очень вкусен. Так, еще раз перевернем. По-моему, уже готово, друзья. Смотрите, как оно кипит, это мясо. Так, друзья, я думаю, пора снимать. Один кусочек. Второй кусочек. Пошли пробовать. Смотрите, степень прожарки. По-моему, все хорошо. Смотрите, друзья. Вот они, ребрышки говяжьи. И посмотрим, что у нас здесь. Здесь были чуть потолще ребра. Ага, вот так мне больше нравится. Посмотрите. Друзья, чуть-чуть с кровью. Шикарно. Шикардос. Ну, посмотрите на это мясо. Друзья. По-моему, неплохо. И учтите, что это никакой не мраморное мясо и так далее. Это простая говядина. Сейчас посмотрим, как она на вкус. Наша простая говядина. Так, сначала отрежем то, что у нас сильнее прожарилось. Вот такой.
Это даже как бы не стейковый вариант, а такой шашлычный. Сейчас посмотрим, что у нас здесь получилось. Соли мало. Я вам говорил, что соли много не бывает на мясе. Секунду. Это, конечно, не Black Angus. Это не что-то прямо. Но для вот такой простой говядины вкус очень хороший. Друзья, а теперь попробуем мясо вот такой прожарки, стейковой, да? Посмотрите, какое оно. Вот просто мне самому интересно для сравнения. Оно более красное такое, там крови больше. Но по сочности сейчас мы с вами проверим. Чуть-чуть досолим. Вот так. И пробуем. Момент. Друзья, честно сказать, вот посмотрите, две степени прожарки, да? Просто кусок был тоньше и толще. Вот этот более как стейковый такой. Это не знаю, как его по стейковому назвать, да? Вот это точно, наверное, well done. Он в данном случае, то есть в случае такой простой говядины, он, наверное, все-таки лучше, предпочтительнее, вкусней. Если бы это было что-то такое специальное стейковое мясо, там, не знаю, Black Angus, как я еще раз повторяю, или еще что-то такое, наверное, это было бы вкуснее. Но, так как у нас мясо простое, все-таки его нужно чуть-чуть дожаривать больше. Это, опять-таки, мое субъективное мнение. Кто как дальше расценит, смотрите сами. В обоих случаях неплохо, в обоих случаях. Но здесь чуть-чуть все-таки, мне кажется, его надо довести, ребята. Чуть-чуть. Слишком пока крови много. Сейчас мы так и сделаем. Но уже не на камеру. Сами уже сделаем, сами съедим. Друзья, спасибо большое за просмотр. Я надеюсь, это видео было интересно вам. Возможно, вы что-то приобрели, какой-то новый опыт. Возможно, я и сам чему-то научился. Спасибо большое за просмотр. До новых встреч на канале Каспийский берег. До свидания.